Всем привет, ребяточки, всем привет. Сегодня мы погрузимся в мир одной из самых популярных и захватывающих хоррор-игр на платформе Roblox. Это Doors, это Doors. Если вы любите пощекотать себе нервы, то эта игра точно будет для вас. Итак, мы с моим напарничком уже сошли в эту игру и лутаем все, что можно. Спасибо, что подписываетесь на канал, и вы попадаете в списочек слева. Итак, значит, немножечко расскажу тем, кому нравится слушать про игры на канале Димартос, и это ASMR формат. Погнали! Кто создал игру Doors? Игра Doors была создана командами LS Splash и Red Bulls. Они отлично поработали, чтобы подарить нам этот уникальный и жуткий опыт игры в Doors. Первый раз играю в Doors и третий раз играю вообще в Roblox. Поэтому напишите побольше комментариев, чтобы я знал, что вам нравится Roblox в ASMR формате, потому что Димартос ASMR канал. Итак, мы смотрим каждые закоулки этой великолепной игры. Мне очень понравилась графика, которая находится в этой игре. Очень красиво проработанные уровни, очень все продумано до мелочей. Идея игры и что нужно делать, расскажу вам в двух словах тем, кто не знает, что такое Doors. Основная идея Doors — это выживание в заброшенном отеле. Ваша цель — пройти как можно больше дверей, преодолевая препятствия и избегая ловушек, и прячась от нежданных жутких существ в этой игре. Они могут обитать в этом месте, в любой комнате, в любом номере комнаты этого отеля. Игра начинается с того, что вы попадаете в темный коридор, и вам предстоит найти ключ, чтобы открыть следующую дверь. С каждой новой дверью уровень сложности будет расти, а атмосфера становится все более напряженной. Вы только что заметили, как пробежал один из участников этой игры, один из жителей, его зовут Раш. Я немножечко позже про него расскажу вам, друзья. Давайте возьмем какой-нибудь триггер, чтобы немножечко, так сказать, расслабить вас в этой хоррор-игре. В Doors нет конкретных точек сохранения. Если вы умираете, вам приходится начинать все сначала. Это добавляет игре острых ощущений и заставляет быть предельно осторожным на каждом этапе прохождения этой игры. По пути вы будете собирать монеты, которые можно потратить в магазине на полезные вещи, такие как отмычки, витамины для ускорения или зажигалка для освещения в темных комнатах или после того, как прошел раш, а также фонарь и батарейки к нему, если вам необходимо немножечко подсветить помещение. Итак, собираем все, что есть в этих всех местах. Здесь разбросаны шкафы. Необходимо быть возле шкафа, если вы видите, что мигает свет, или вы чувствуете, что где-то должен пронестись раш, про которого я скажу немножечко позже.
Если у вас есть зажигалка, вам повезло. Или фонарик с батарейками. Если нет, вы будете идти в кромешной тьме. Итак, ребяточки, я расскажу немножечко про персонажей и ловушки. Давайте поговорим о самых интересных, а порой и самых страшных обитателей Торс. Эти ребята заставят вас понервничать немножечко, так сказать. Итак, первый упомянутый персонаж игры — это Раш. Один из первых монстров, с которым вы столкнетесь. Вы услышите и увидите его приближение по мигающему свету. Когда свет начинает мерцать, быстро найдите шкаф или кровать, чтобы спрятаться, и ждите возле нее. Если вы не успеете, Раш настигнет вас и уничтожит, так сказать, вас уничтожит. Давайте немножечко расскажу вам еще про каких-то персонажей в этой великолепной игре. Итак, я расскажу вам про персонажа Скрич. Скрич. Этот парень любит темноту и появляется в темноте. Когда вы находитесь в темной комнате, и слышите такой звук. Пс, 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 то немедленно покрутитесь вокруг себя и ищите его глаза, светящиеся в темноте. Если вы нашли его вокруг себя и увидели его, то он ничего вам не сделает вообще, а просто закричит и убежит. Но если вы не успеете его найти вокруг себя, когда вы крутите, то он обязательно укусит вас и нанесет вам урон. Просто посмотрите на него, чтобы отпугнуть этого пупсика от себя. Итак, следующий персонаж — это Сиг. Сиг появляется после определенных дверей, например, после 30-й или 70-й двери. Его появление предвещают длинные коридоры и мигающие красные стрелки, указывающие направление. Когда вы увидите Сига, вам станет сикотно, немножечко страшно. И вам нужно будет бежать по коридорам, следуя стрелками, мигающими частичками, которые помогают вам найти правильный поворот для того, чтобы дверь была открыта. Потому что если вы свернете не туда, Сиг вас настигнет очень быстро. Также важно не останавливаться и быстро реагировать на указатели, которые вам покажут правильный путь. А также верно находить поворот налево или направо, чтобы найти дверь, которая не закрыта. Если вы попали на закрытую дверь, то он вас обязательно догонит и заберет с собой в темноту. Смотрите, видите, был Раш, и весь свет потух. Весь свет погас. Давайте еще возьмем какой-нибудь триггер. Эмбуш. Очень похож на Раша, но гораздо опаснее Раша. Он мигает несколько раз, пробегает несколько раз, пролетает туда и обратно. Когда вы услышите его приближение и увидите мигающий свет, сразу же прячьтесь в шкаф, или подкрывайте и оставайтесь там, пока
Если вы выйдете слишком рано, он вернется и поймает вас, чтобы забрать с собой в темноту. Смотрите, длинный коридор. Это длинный коридор. И это сик. Насколько я понимаю, давайте попробуем его пройти. Куда бежать? Здесь присесть, сюда присесть. Так, стол, блин, я ошибся. Здесь нельзя перепрыгнуть стол. Что за правило? Итак, бежим. Такое ощущение, как будто он сзади меня. Я поворачиваю влево, но, наверное, скорее всего, не туда. И все. Скорее всего, я не успел. Я проиграл. Я впервые играю в Doors. И впервые я проиграл. Меня настиг сик. Немножечко вам покажу Doors, чтобы вы знали, вообще вам предстоит встретиться в этих отельных номерах. Давайте представим, что мы бы прошли бы дальше. Еще один монстр, который есть, это фигура. Это фигура. Этот монстр слепой, но с очень хорошим развитым слухом. Обычно появляется он в библиотеке и в одной из последних комнат. Чтобы пройти мимо него, чтобы пройти библиотеку, вам нужно двигаться очень медленно. Когда он рядом, и прислушиваться к его шагам и дыханию. Если близко, приседайте и двигайтесь очень осторожно, очень осторожно и тихо, чтобы не издавать лишних звуков. Вам также придется решать головоломочки, чтобы найти книги и открыть дверь, чтобы пройти фигуру. И пока фигура патрулирует комнату, библиотеку, вам оттуда не спешать, вам нужно будет решить головоломку в этой комнате, в этой библиотеке. Следующие монстры, которые могут быть, это тихие, дахис. Тихие. Эти создания издают шипящие звуки и могут нанести урон, если вы находитесь слишком близко к ним в темноте. Держитесь от них подальше и используйте зажигалку. Еще один персонаж — это глич. Он появляется, если вы отстаете от своих товарищей по команде, если вы играете совместочку с своими друзьями. Он телепортирует вас к ним, но при этом наносит урон. Старайтесь держаться вместе, чтобы избежать его появления. И не отставать от своей команды друзей, с которыми вы хотите пройти эту фантастическую головоломку. Давайте я возьму еще какой-нибудь триггер. Многие пишут, что нравятся звуки карандаша. Итак, помимо монстров, есть также различные ловушечки, такие как шипы на полу, падающие люстры или запертые двери, которые требуют поиска ключей. Некоторые я еще не проходил, поэтому я взял информацию с интернета и описание игры. Итак, как проходить ловушки? В первую очередь в этой игре нужно слушать звуки. Звуки нужно слушать. Так же, как в АСМР на канале Тимартов. Звук — это ваш лучший друг. В Doors почти каждый монстр издает характерный звук перед появлением. Научитесь их различать. Это звуки грызущего карандаша. Я грызу карандаш от переживания в этой игре. Для комфортной игры вам необходимо одеть наушнички и играть в наушничках.
ваше безопасное пространство. Но долго там находиться тоже нельзя, потому что вас заберет монстр, который живет в шкафу или под кроватью. Запомните их расположение шкафов и кровати в каждой комнате и не отходите от них слишком далеко, чтобы во время пролета раша, который тушит свечи и свет, вы могли вовремя спрятаться под кровать или в шкаф. Вот как сейчас. Раш прошелся и все потухло. Итак, экономьте предметы. Следующий совет. Экономьте предметы. Зажигалка, отмычки и витамины. Они очень ценны в этой игре. И используйте их с умом. Используйте их рассудительно и правильно. Будьте внимательны к окружению, которое вас окружает. Вы находитесь в этой игре, и окружение следит за вами. Следите за мигающим светом, за дрожащими предметами, стрелками на стенах. Все это подсказки о приближении опасности в этой игре. Следующий совет. Играйте с друзьями. В Doors можно играть в кооперативы, что значительно увеличивает ваш шанс на выживание. Вместе легче искать ключи, отвлекать монстров и прикрывать друг друга. Если вы видите такой синий свет, никогда не смотрите на него, потому что этот свет вас убьет. Но вы поймете, вот такая синяя штука, вы просто отворачиваетесь и не смотрите на него. Следующий совет — это практика. Практика делает из вас мастера, дает вам скилл. Чем больше вы играете, тем лучше вы будете понимать механику этой игры и поведение монстров. Итак, у нас опять находится монстр, который называется, но вы сами не знаете уже, Сик. Сика очень сложно пройти, очень сикотно его проходить, так что практически невозможно. Пока что я не могу его пройти. Надеюсь, это описание, друзья, поможет вам выжить и пройти дальше в этой игре. Doors — это игра, которая точно подарит вам массу эмоций. И вы уже пробовали играть в эту Doors. Смотрите, вот этот Сик, которого я пока что не могу пройти. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой монстр напугал вас больше всего в игре, если вы играли. Также поделитесь своими историями в комментариях и напишите, куда вы смогли дойти и прошли ли вы эту игру целиком и сколько вам всего номеров дверей осталось. Я, к сожалению, проиграл по своим напарничкам, но мы не будем сдаваться, и до скорой встречи на канале Team Artos. Всем пока-пока. Я очень